Всем привет, с вами Ксюша и Миша. Всем доброго дня. Ксюша, расскажи, что мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем делать декоративную штукатурку под названием 1000 линий. Я вам покажу, как ее сделать ровно на большой площади. Ксюш, из чего мы будем ее делать? Делать мы ее будем из обычной гипсовой штукатурки под названием Ротбанд. То есть для сухих помещений используйте гипсовые либо полимерные материалы, для влажных помещений цементные либо акриловые влагостойкие. Расскажи, пожалуйста, про подготовку. Какая поверхность нужна для нанесения? Поверхность подойдет не идеально ровная, то есть достаточно такой, как под обои. Главное, чтобы были вертикально ровные углы, то есть 90 градусов. Угу. Так, ну что, все, приступаем к замешиванию. Приступаем к замешиванию штукатурки. Но предварительно, перед тем, как наносить любой декоративный материал, необходимо поверхность прогрунтовать. То есть, если у вас обычная штукатуренная поверхность, то вы грунтуете ее грунтовкой глубокого проникновения, либо пропиточной. Если же у вас стена окрашена и окрашена водоэмульсионной краской, то можно исключить этап грунтования. Также, если у вас стены окрашены масляной краской, то необходимо нанести бетоноконтакт. В ведро я уже налила воды. Далее в нее буду пересыпать сухую смесь. Работая на объеме, желательно использовать респиратор. При замесе достаточно много пыли летит из ведра. Перекинула. После того, как замесили смесь, необходимо венчик убрать в воду, либо хорошо промыть. Точно так же поступаете и с ведром, в котором замешиваете штукатурку, и инструмент обязательно нужно промывать, чтобы смесь была жизнеспособной как можно дольше. То есть после каждого замеса, да, нужно... Да, необходимо промывать и инструмент, и ведро. Что мы дальше делаем? Да, Всё, вот есть. лазерным нивелиром выставили уровень. Также можно это сделать при помощи отвеса. То есть это такая веревочка, на которой снизу утяжелитель. Выставили ее, сверху поставили где-то в третьей стены, и она вам провела ровную вертикальную полосу. Далее берем широкий малярный скотч и прочерчиваем линию. Точно так же на стене в треть. То есть это у нас направляющая, да, будет? Да, по ней будем ориентироваться дальше. Далее нам потребуется вот такая доска. Она может быть широкая, узкая, может быть толстая, либо тонкая. Все зависит от того, насколько, чтобы вам было с ней удобно работать, перемещать по стене. Я на нее вбила гвоздики. Гвоздики вбиваете в шахматном порядке, чтобы у вас сам брусок не ходил по стене, то есть не вращался. Набираю Ротбанд. Какой толщиной, Ксюш, нужно наносить приблизительно? Где-то примерно 2-3 мм. И состыковываю с малярным скотчем. Заполнили плоскость штукатуркой. Далее берем щетку 1000 линий. Брусок мы выставляем по вертикали. То есть для этого опять же потребуется лазерный нивелир. Выставляем мы его как можно ближе к краю. Угу. Как можно ближе к краю и чего? Так, сейчас, Ну, подожди. как бы он у меня не выставлен как можно ближе к краю. Кто? Лазерный нивелир, блин. Я могу за ним, конечно, бегать. Ты мне скажи сразу, я просто буду за ним бегать. И по нему выставляем брусок. Можно двигаться сверху вниз. Можно также снизу вверх продолжить. Я делаю 2 движения, чтобы линии были более четкими. Я их сделала, убираю. Ну и нужно, конечно, ведерко с водой рядом всегда иметь, чтобы... Да,
промыть щетку 1000 линий. Да, потому что много материала остается среди вот этих ворсинок в щетке в самой. И опять также не спеша выставляю я На ширину, да? на ширину щетки. То есть дальше можно, к примеру, не пользоваться нивелиром, а именно уже щеткой. Щетку установили. Так, переходишь дальше, да, сразу Да, же? переставляю. Дальше здесь у меня снимается для начала скотч. И уже устанавливаю именно в стык со скотчем кусочек. И провожу линии. Раз и два. Главное не смещать доску. Набираем еще материала, да? Да, набираю еще ровно и начинаю стыковывать. И стыкую. Стараюсь не делать нахлест на предыдущую 1000 линий. Но если что, можно поставить брусок чуть ближе к Да. уже сделанным. Да, можно еще раз будет провести именно в стыке. Продолжаю дальше. Также беру брусок и точно так же продолжаю движение вниз. На объеме желательно, конечно, вдвоем работать, чтобы удобненько было. Ну, в принципе, да, но и одному человеку тоже вполне можно справиться. То есть это не так, чтобы прям... Можно перерывы делать. То есть, вот, к примеру, сейчас я дохожу до, так сказать, конца штукатурки. Малярный скотч сняла, делаю последнюю линию, и можно сделать, к примеру, перерыв. Ну, как раз время требуется на то, чтобы замешать новую партию штукатурки, помыть инструмент. И когда доходим до угла, у нас остается небольшой участок. Делать его удобнее всего, отходя от угла. То есть отступаем на ширину щетки от угла и уже в штукатурку задекорированную устанавливаем брусок с гвоздями. И то есть вот этой высоты гвоздей, да, хватает, чтобы не попортить. Да, чтобы не попортить рисунок. Вот, соответственно, я его убираю, и ничего нет, никаких следов. И проводим вниз. Раз. И два. Необходимо оставить штукатурку в таком виде на час, потом мы к ней вернемся и слегка подровняем поверхность. Пока штукатурка до конца не высохла и еще остается податливой, я при помощи жесткой щетки сглажу рельеф. То есть это без зашкуривания поверхности, такой предварительный и достаточно легкий этап. После того, как прочистили всю поверхность, необходимо дать штукатурке полностью высохнуть. Сколько она примерно сохнуть будет? Сохнуть она будет еще где-то часов 5-6. После этого необходимо поверхность прогрунтовать. Для этого я буду использовать укрепляющую грунтовку Аквастоп. Она идет концентрацией 1 к 5, я ее развожу 1 к 3. То есть она более концентрированная, да, будет? Да. Более мощная? Да, более концентрированная, соответственно, больше сухой остаток и менее пористой будет штукатурка. После этого я буду ее окрашивать при помощи такой глянцевой краски. Она хорошо моется и блестит. Колеровать я ее буду такими двумя колорантами. Это Полиш, персиковый колер, и голубая Экотера.
Добавляю в белую краску сначала голубого пигмента. Размешиваю. Голубой добавили. И теперь самое интересное добавляем туда оранжевый. Оранжевый должен увести этот голубой оттенок больше в серый цвет. Все, заколеровали краску, теперь берем грунтовку и переливаем ее в ванночку. Далее необходимо в нее добавить небольшое количество полученной краски. Это для того, чтобы грунтовка была не прозрачная, а имела небольшую пигментацию. Добавляю где-то процентов 20 в грунтовку краски. Чем наносить будешь ее? Наносить я ее буду кисточкой, так как это проще всего прокрасить именно кистью такую рельефную поверхность. Ну и, соответственно, после грунтовки, да, будет меньше расход уже краски. Да, и уменьшится расход краски, и сама поверхность будет, ну, так сказать, меньше мелить, то есть больше именно более крепкой станет. Начинаю грунтовать. Расход у грунтовки будет достаточно большой, то есть это где-то порядка 100-150 грамм на квадратный метр. Грунтовка полностью высохла, далее наношу краску при помощи валика с длинным ворсом. Лучше наносить маленьким валиком. Проще будет маленьким. Длинный слишком большой будет расход краски и очень сложно его контролировать на такой рельефной поверхности. Ну да, здесь глубина получилась где-то, наверное, до 5 миллиметров, да? Ну, нет, скорее миллиметров где-то 3, может быть 4 максимум. Если было бы полсантиметра, я думаю, валик бы просто не прокрасил. То есть пришлось бы использовать опять кисточку. Примерно расход 100 грамм на квадратный метр. В тех местах, где валик не достает, необходимо при помощи кисточки чуть-чуть разгладить краску. Ну да, фактура достаточно глубокая. Не знаю, это буквально в некоторых местах. Смахнули и все, краска в глубину попала. То есть и также здесь тоже небольшие просветы есть. Кисточкой чуть-чуть смазываю краску. После того, как прокрасили основным цветом всю поверхность, выделим верхушки при помощи серебристой краски. Я буду использовать такую краску Дюфа, серебро, и наносить ее при помощи кисточки и губки. То есть ты кисточкой, да, как обычно, намазываешь на... Эхо. Какое эхо? Слышишь? Самое время подписаться. Не знаю. Кисточкой наносишь на губку, да, как обычно? Да, наношу кисточкой на саму губку и потом легкими движениями прокрашиваю верхушки. Так проще всего, то есть можно использовать, к примеру, валик с коротким ворсом, но он не всегда именно верхушки прокрашивает. Поэтому мне нравится больше губкой, и как кажется, что это даже быстрее происходит, нежели чем валиком. Так. А серебро у тебя оно посветлее, да, чем? Серебро немножко, да, посветлее, плюс оно полупрозрачное, поэтому на цвет подложки очень сильно на нее влияет. То есть она именно будет давать только такой вот перламутровый блеск. Сам цвет она не сильно изменит. Ну да, это серебро чуть-чуть осветляет вершины, и в глубину оно не попадает.
Можно также добавить еще, к примеру, один оттенок. Можно какой-то добавить хамелеон. Можно второй цвет серебра. То есть также на губку, намазывая два оттенка, можно между собой их сочетать. Также можно использовать, к примеру, белую краску. Тысяча линий получилась очень ровная, а главное, ее легко делать. Вертикальные линии подойдут в помещения с низкими потолками, так как зрительно делают их выше. Горизонтальные линии можно таким же точно образом делать, то есть перемещая палку по стене в горизонтальном направлении. Главное это делать вдвоем, то есть один держит, второй проводит щеткой. Да, все понятно, все рассказано, все этапы показаны. Дальше уже каждый там подбирает себе материал, исходя из своих каких-то потребностей. И, соответственно, цвета, все каждый сам под себя Цвет, конечно, выбирает. все это индивидуально. Краска тоже может быть как матовая, так и глянцевая, как в моем случае. На более матовой краске лучше виден серебристый эффект от перламутровой краски. Да, как мне кажется, это очень легкий способ нанесения, и справится с ним каждый. На этом мы с вами прощаемся. Всем здоровья, удачи и успехов в ремонте. Всем удачи и здоровья! Пока!